Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкции. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать.
Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул... Так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настроек окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным bypass режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. Когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play, и Google должен дать мне ответ в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится.
А я работаю только в том окружении, которое я показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Напомню, что у нас было. Получилось опубликовать в Google Play. Это уже доступно прямо в самом магазине. И теперь надо увеличить страны, в которых опубликовано это приложение. То есть сейчас это только Соединенные Штаты. И там всякие правила надо проверить. В общем, сейчас глянем, для каких стран это у нас распространяется приложение. И параллельно у нас кодится хакатон. Он у нас вот так вот кодится, и кодится очень-очень долго. То есть по нашей табличке сейчас вот он идет 13 часов 53 минуты. Ну, значит 28, потому что я его достаточно долго не трогал. Как-то не сразу оно подтягивается. Или 13. Кстати, надо будет поправить. Интересно, почему он разные вставляет. Ну, в общем, можно сказать с уверенностью, что точно 13 часов 50 минут он кодил, а вот 28 или 13 надо смотреть. То есть очень давно я его не трогал, очень давно я к нему не обращался, и он там прямо кодит. И у него есть отдельный прямо дэшборд. Здесь было 47, сейчас 119 пиаров. Вот, так что это очень солидно. А если предыдущий рекорд у меня был в общем, 2 часа с чем-то там было. А вот рекорд 2 часа 11 минут. То сейчас прямо кратно все увеличилось. Так, что-то с мышкой как-то она заикается. Плохо работает. Интересно, надо будет оттестировать, что это такое. Я даже, наверное, остановлю, перевоткну ее. Может быть, просто ей надо USB лучше. Окей, пауза. Как раз крашнулась все у меня, вся система. Linux как-то работает нестабильно. То есть, если подключено несколько дисплеев, то если один из них отваливается, то зависает вся система. Ну вот на NVIDIA там 5080 есть такие на форумах пояснения об этом. Ну вот сейчас зато как раз посмотрите, как я буду поднимать упавшую сессию. Чтобы сразу пройти в правильное место, я иду в нужную папку. На пустом месте правой кнопкой Open in Terminal. И здесь запускаю клауды. Opus 5 меня все устраивает. Подхвати, пожалуйста, те задачи, которые ты выполнял. У нас произошел краш компьютера, ты выполнял задачи по рутине и с выполнением философии, заполнением навигации и по правилам SDLC. По-моему, ты себе в memory там записал какую-то сокращенную версию этого всего. Ну и основные параметры, которые я от тебя хотел, это агентность, что вначале ты выполняешь полностью все техническое задание до самого конца, и только в конце уже предлагаешь какие-то улучшения, и при этом мы вели дэшборд успеваемости. Дэшборд успеваемости, он находился вот здесь вот, и я здесь смотрел все новости по проекту. Подхвати, пожалуйста, проект.
до результата. Так, и я его запустил и убираю на отдельный экран. Мы будем делать то, что мы хотели делать. А мышка, кстати, у меня после перезагрузки корректно работает в веб-код-блогере. Это пользователь у меня. А в администраторе она у меня всегда хорошо работала. Так что посмотрим. А сейчас с мышкой точно все отлично. Я гляну, насколько правильно открываются без боковых вкладок наши искусственные интеллекты. Если все так, все хорошо, то тогда перемещаю на главный экран. Да, все у нас хорошо. Значит, какое техническое задание? Я опубликовал мобильное приложение в Google Play и планирую его же опубликовать в Apple Store. И мне необходимо понять страны, в которых я могу действовать. Это приложение I Was Kidnapped, и оно объединяет в себе функции по сбору IP, сбору геолокации, доступ к камере, доступ к аудио с целью защиты и помощи жертвам похищений. Там есть возможность внутренней покупки, то есть изначально это бесплатная версия, а потом это платная версия. Там же идет отслеживание IP адреса. Это все по согласию с пользователем, то есть он сам выбирает, разрешить это приложение или не разрешить. На каждый отдельный есть отдельный скриншот. Вот я сейчас его тебе прикрепляю с правами, которые эта штука берет разрешение. И в случае негативной какой-то ситуации, то отправляет сообщение emergency контактам, срочным спасительным контактам, неотложным контактам. Вот такая вот суть приложения. Я хочу понять, для каких стран я могу открыть действие этого приложения. Сервер у меня находится в США, и какие-то страны требуют, допустим, дополнительных каких-то уведомлений пользователей о чем-то, или требуют, чтобы сервак размещался в этой стране, чтобы данные пользователей этой страны не покидали информационное поле страны, то есть и сервер находится внутри страны, и приложение крутится полностью внутри страны. То есть мне вот надо понять, какие страны я могу сразу сейчас добавить и открыть в Play Market, а какие надо еще что-то где-то как-то дорабатывать. Сейчас законодательство полностью соответствует, насколько я понимаю, законодательству США. Если тебе нужно задать какие-то вопросы перед исследованием, для каких стран я могу открыть мое приложение, то можешь задать до поиска, а потом я тебе разрешаю запустить глубинный поиск, и в результате мне нужно ответ в виде таблицы, какая страна, список стран, где окей, и список стран, где мы какие-то нормы должны докрутить, чтобы открыть перед тем, как. Чуть-чуть путанно я, объясняюсь, но ишка, она умная, в этом плане легко, запросто это все сделает. И вот мы так запускаем наших 3 агентов. Как бы их разделить так вот пространство, чтобы на 3, наверное, придется вручную так вот делить пространство. И посмотрим, кто нам что найдет.
Вот теперь у нас уже есть какое-то сравнение. Так, что реально уходит на ваш сервер, а не остается на устройстве. На сервер уходит вся информация, которая есть на скриншоте. Так, как работает запись аудио с видимым индикатором? С целью сохранения жизни и здоровья человека это сделано максимально скрытно, но при этом это не получается сделать скрытно. То есть в любом случае загорается уведомление о том, что идет доступ к фото и микрофону. А когда делается фотография, то идет вспышка на весь экран о том, что идет скриншот. Ну, то есть это вполне видимые индикаторы. Так, какие рынки нужны в первую очередь? Весь мир сразу. Ненавижу пикеры, я ему не дал почитать философию, потому что я не посчитал нужным, что философию надо давать читать, и вот столкнулся с тем, что я не люблю, забыл. Так, по скриншоту приложение, давайте читать уже роботом. Ой, тут нормально вопросов насыпал. По скриншоту приложение запрашивает или предлагает включить историю GPS и фоновую геолокацию, журналирование IP-адресов, историю заряда батареи, микрофон и камеру, работу в фоне, отправку аварийных отчетов, передачу сведений emergency контактам. Одного согласия владельца телефона может быть недостаточно, особенно при записи разговоров и съемке других людей, обработке данных несовершеннолетних и постоянной работе в фоне. Чтобы результат исследования действительно отвечал на вопрос, можно открывать страну сейчас или нельзя. Нужны следующие сведения. Ответьте, пожалуйста, по номерам. Кто юридически выпускает приложение? Физическое лицо или компания? Страна и штат регистрации. На кого оформлены аккаунты Google Play и Apple Developer? Так, возраст пользователей 18+. Когда начинается сбор данных? Ну, когда человек дал согласие, и в зависимости от логики, часть данных собирается для необходимости выполнения функции приложения постоянно, а часть выполняется во время триггера или нажатия SOS, срабатывания SOS. Может ли другой человек удаленно включить камеру, микрофон или GPS, например, emergency контакт, администратор или сотрудник поддержки? Ответ нет. Как работает запись аудио и видео? Ведется ли непрерывная запись? Сохраняются ли данные до тревоги? Включается ли запись без звука, уведомления или видимого индикатора? Могут ли попасть в запись посторонние люди, не давшие согласия? Ведется ли запись телефонных звонков? В случае, если включается тревога, то делается два снимка. Первый — фронтальная камера, второй — это противоположная камера с другой стороны телефона. Записывается 30-секундные аудиосообщения и отправляется emergency контактам. Это в случае, если триггерится SOS. Других вариантов получить эти данные
нет возможности, то есть они не собираются без самой тревоги, и во время даже самой тревоги происходят явные уведомления на экране о том, что это происходит. Какие данные фактически отправляются на сервер в США? Отметьте все применимое. Координаты и маршруты, IP-адрес, аудио, видео и фотографии, контакты, номера телефонов, сообщения, идентификаторы устройства, заряд батареи, журнал действий, данные о Wi-Fi или мобильной сети, краш-логи. Ну, ты можешь смотреть больше по самому скриншоту. Давай я открою скриншот и попытаюсь по нему разобрать и сразу тебе ответить. Значит, если человек выдал на все разрешение, то GPS History может собираться, IP залогинивание может собираться, история батареи может собираться, краш-репорты могут собираться. Так, GPS может собираться, я это уже сказал. Микрофон и камера только в случае тревоги. И все. То есть больше ничего для нужд приложения нету, и используется только то, что крайне необходимо для прямых функций, и больше ничего не используется. Вот ответ. Где именно расположен сервер? AWS, Google Cloud, Azure, собственный сервер или другой провайдер? Какой штат, регион? Есть ли резервные копии? CDN или технические журналы за пределами США? Сервер находится в США. Детальнее я не понимаю, почему ты спрашиваешь. А если я не понимаю, почему ты спрашиваешь, я не думаю, что это как-то влияет на что-то. То есть, если ты мне что-то скажешь, что что-то как-то на что-то влияет, то я тогда посчитаю нужным ответить на твой вопрос. Сроки хранения. Сколько хранятся GPS, IP, аудио, видео и тревожные события? Может ли пользователь самостоятельно удалить данные, скачать копию, удалить аккаунт, отозвать согласие, потребовать исправления данных? Сроки хранения согласно документации сайта, то есть если там, по-моему, по закону необходимо или год, или что-то там такое хранить тревожные события. Может ли самостоятельно удалить данные? Ну, пользователь, если он докажет, что это он, а не что это из-под его аккаунта действует его похититель, который хочет замести следы, то да, пользователь имеет возможность удалить данные, скачать копию. Сейчас такого функционала нету. Удалить аккаунт, да, может. Отозвать согласие, да, может, прямо в приложении. Любое согласие может быть отозвано. Потребовать исправления данных, такого функционала сейчас не предусмотрено. Кто получает тревожные сообщения? Только выбранные пользователем контакты или также полиция? 911. Частная охрана. Оператор приложения. Канал. СМС. Имейл. Пуш. Звонок. WhatsApp. Отправляются ли аудио, видео и геолокация? Emergency — это частный человек, который получает сообщение. Сообщение передается через email. В имейле, если сработал
Dead Man Switch, вот эта вот переключалка, что человек в опасности, то тогда отправляется аудио, видео, геолокация. Да, именно для этого все так и создано. Какие сторонние сервисы и SDK используются? Например, Firebase, Google Maps, Sentry, OneSignal, Twilio, Meta SDK, Amplitude, AppsFlyer, Crashlytics. Есть ли реклама или аналитическое отслеживание? Согласие на отправление краш-репортов, если человек выдал, то краши могут собираться, а все остальное из перечисленного не используется. Как оформлено согласие? Кроме системной кнопки Android, iOS, имеется ли отдельный экран, где пользователь явно соглашается на передачу данных в США, на запись аудио и видео, на постоянное отслеживание, на передачу emergency контактам, на обработку чувствительных данных? Можно прислать Privacy Policy, Terms of Use и ссылку на Google Play Data Soffete. Сейчас оформлено согласие путем выбора, что пользователь тыкает в самом приложении, и факт тыкания принимается за факт принятия согласия. Сейчас продолжу отвечать на твои сообщения. Ох, он тут и написал. Конечно, классно. Я не против. Чем больше вопросов... Платная функция. Это подписка или разовая покупка? Есть ли автоматическое продление? Бесплатный период? Семейная подписка? Оплата исключительно через Google Play, App Store или также напрямую на сайте? В данный момент оплата еще не реализована, но планируется это прямая покупка в Google Play и App Store. Подписка, ежемесячная подписка, район $5 за про-функцию. Как приложение рекламируется? Есть ли формулировки вроде «предотвращает похищение», «гарантирует спасение», «автоматически вызывает полицию», «работает даже без ведома похитителя», «собирает доказательства для суда»? Так, вот это интересно, давайте подумаем. Все нет, а вот насчет работает даже без ведома похитителя, сейчас я проверю. А вот дословный анонс того, что делает это приложение, исходя из описания внутри Google Play. Масштаб исследования. Нужна таблица по всем доступным территориям Google Play и App Store, либо сначала по основным рынкам. Для полного исследования разумно выделить США и Канаду, ЕС, ЕЭЗ, Великобританию и Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию, Латинскую Америку, Индию и Юго-Восточную Азию, Японию и Южную Корею, Ближний Восток, Китай.
Китай, Россию и другие страны с локализацией данных или ограничениями. Санкционные территории и страны, где покупки через магазины недоступны. Ну, конечно, задавал тут вопросов. Ну, я как раз все хочу исследовать. То есть тебе же там несложно, просто это займет там не 5 минут, а 20 минут, и ты мне просто сразу возьмешь и ответишь. Правильно? По подписке у нас все нормально. Токенов хватит на твое исследование. Даже глубокое. По всем странам. Какой результат считать можно открыть? Предлагаю разделить страны на 5 категорий. Зеленое можно открывать с текущим сервером в США. Категория значения. Зеленое можно открывать с текущим сервером в США. Светло-зеленое можно после перевода документов и небольших изменений согласия. Желтое нужны представитель, регистрация, DPIA, специальные договоры или иные существенные меры. Красное нужен локальный сервер или серьезная переработка архитектуры. Черное запуск юридически, санкционно или технически нецелесообразен. Да, но про черную категорию я хочу знать по каждой стране, почему ты так решил, чтобы не получилось так, что свалено в черную категорию кучу стран с обобщением, что сюда лучше не соваться, но непонятно почему нельзя. Особенно важны ответы на пункты 2.8 и 10.11. После них исследование можно будет провести по действующим законам, требованиям регуляторов, правилам Google Play и Apple App Store и выдать пострановую таблицу с конкретными доработками и ссылками на официальные источники. Так, Google сразу что-то выдал. GPT, ну, мне понравилось. Задала классные уточняющие вопросы до начала. Я считаю, что это лучший вариант для взаимодействия со мной. То есть, когда у меня спрашивают, что я точно хочу, чаще всего я получаю лучший результат, которым я доволен по итогам. То, что мы запустили с вами вот этого какого выполнятеля, то он выполняет самостоятельно. Как-то не так отображен. Ладно. В общем, там была куча всего, и там в самом конце... то есть оно как-то разбилось. Ладно. В общем, полноценно трудится на отдельном экране. И статистику по нему мы можем посмотреть вот здесь вот. То есть он идет 23 минуты. Ну, все четко. Отображение четко. Да, 26 минут запись идет, 23 минуты он идет. Вполне верю, что все соответствует. Так что показатели соответствуют. 119. Ну, окей. Что у нас по плану? Клауда что-то ответил. Многоюрисдикционный разбор требований к трансграничной передаче данных, локализации и лицензированию для мобильного приложения. Start Research, да. Пока мы там будем читать, пусть он уже поищет. Ну, тоже молодец, то есть быстренько так все. Разрешить. Запросил все разрешения. Ну, в принципе, классненько. GPT опять что-то спросил.
Google уже что-то ответил. Хорошо. Если GPT нам что-то ответила, давайте ее почитаем. Давайте тогда развернем. Я думал, будет гонка кто быстрее, а они вообще кардинально по-разному подошли к вопросу. Давайте читать, это важно. Да, исследование можно сделать по всем основным странам и территориям магазинов. В итоговой таблице для каждой черной страны будет отдельная строка. Конкретная причина ограничения, название закона или требования, обязательно ли локализация сервера, можно ли запустить приложение после переработки, официальная ссылка и цитата, какие именно изменения потребуются. Но перед поиском осталось несколько действительно важных моментов. Один. Сейчас в Google Play указано «Для всех». Вы сообщили, что приложение предназначено только для 18+. Однако в карточке магазина написано «Возрастные ограничения. Для всех». Это необходимо исправить либо проверить анкету Target Audience and Content, целевая аудитория и контент. Иначе получается, что приложение доступно несовершеннолетним, хотя юридический анализ мы строим на условии только 18+. Одной надписи в Privacy Policy 18+, может быть недостаточно. Если настройки Google Play допускают детей. Да, это, кстати, интересное замечание. Спасибо, что ты на это обратил мое внимание. Я как-то и не заметил. То есть я отслеживал, что у меня при подаче я заполнял, а что они по факту там отметили, да, я как бы не проконтролировал, не уследил. Хорошо, да, это момент, который надо пометить. Спасибо. Но я даже не знаю, как на него влиять. То есть если я в самом ну вот, в общем, я тебе скинул, как оно у меня значится внутри, когда я подавал. Да, я просто, чтобы меньше законодательства и соответствия надо было приводить в compliance, то я как раз таргетировался 18+. Да, чтобы меньше всяких законодательных требований на меня ложилось. Это была такая вот стратегия. Если у меня не получилось, то да, это надо исправить. Спасибо, что ты обратил внимание. Ну, пока что GPT мне очень нравится, как работает. Я в восторге. 2. Вы прислали не описание приложения. В сообщении присутствует версия, дата обновления, разрешение, совместимость и другие технические данные, но нет фактического рекламного описания. Нужен либо URL карточки Google Play, либо текст из разделов об этом приложении и безопасность данных. Это важно для проверки заявления о скрытой работе, безопасности, гарантированном спасении и обработке данных. Ну да, мне очень нравится, как он работает на самом деле. Так, давайте сюда сохранять, а то там ничего не видно. Да, спасибо. Вот описание из Google Play карточки. Вот ссылки на сайт и на политики. Ну или давай я тебе текстом их загружу.
Так, ну, интересно, интересно. Три. Нужны Privacy Policy и термос. Пришлите URL Privacy Policy, Terms of Use, страница удаления аккаунта, если она отдельная, по возможности, скриншот или текст Google Play Data Safety. Без них я все равно могу провести исследование, но буду оценивать приложение по описанным вами фактам. Тогда многие страны автоматически окажутся не зелеными, поскольку сейчас, судя по ответам, отсутствует возможность получить копию своих данных. Нормальная процедура исправления данных, точные сроки хранения для каждой категории, отдельное уведомление о передаче данных в США, механизм реализации прав пользователей разных стран. Это точное, полное перечисление всей документации, которая есть по проекту, а больше нигде ничего нету. То есть вот эти вот 4 текста, а больше нигде ничего нету. Ну, то есть 3 политики, главное и описание в Google Play. Больше никакой другой документации просто не существует нигде. Четыре. Почему важен серверный провайдер? Мне не обязательно знать физический адрес сервера. Нужны хотя бы название провайдера, AWS, Google Cloud, DigitalOcean, Hetzner, собственный сервер и т.п. Регион размещения, где находятся резервные копии, через кого отправляются имейл, какой сервис получает краш-логи. Причина. Юридически данные могут передаваться не только на ваш основной сервер. Например, если приложение использует Firebase, данные может обрабатывать Google, Sentry, SendGrid, Twilio, AWS SES, Amazon, Crashlytics, Google, CDN или облачный бэкап. Еще один обработчик. Для ЕС, Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи и ряда других стран нужно указывать всех получателей данных, страны обработки и правовой механизм трансграничной передачи. Поэтому фразы «сервер находится в США» недостаточно, если фотографии и аудио проходят через сторонний имейл-сервис или хранятся в резервной копии другого региона. Если детали неизвестны, я использую допущение. Основной сервер, журналы и резервные копии находятся в США. Сторонние американские сервисы могут участвовать в отправке имейл и краш-логов. Исходи из... Ну, вот теперь ты описал, мне понятно, как отвечать. Да, это несколько сервисов, которые связаны вместе. Все они находятся в США. Если надо будет указывать для политики конфиденциальности и для каких-то стран, ну да, я соберу, сделаю, опишу. На данном этапе можно говорить о том, что все находится в США, но детали я уже буду смотреть там, под какую страну необходимо будет это все публиковать, и буду смотреть вообще, хочу ли я эту страну открывать. Пять. Необходимо уточнить срок хранения. Формулировка «по закону год» или что-то такое юридически опасно. В большинстве стран закон не требует хранить все GPS, IP, фото и аудио 1 год. Наоборот, обычно действует принцип «хранить данные не дольше, чем это необходимо для заявленной цели». Предполагаю, что сейчас установлен единый срок на все в 1 год. В случае, если ничего не происходит, ну и удаление в случае, если пользователь заявил о желании и подтвердил свою личность, что это не тот человек, который его украл, просит удалить эти данные, да, то есть после этого удаляются. Особенно важно, остаются ли фотографии и аудио на сервере после отправки имейл, или сервер удаляет их сразу после доставки. Но они могут понадобиться полиции для судебных всяких дел. Так что я считаю, что я думаю, я обязан оставить их хотя бы на год. Ну, то есть я буду выполнять законодательство, как оно предусмотрено, но
сейчас для всего установлен дефолт 1 год. Шесть. Данные emergency контакта. Нужно уточнить. Пользователь самостоятельно вводит имейл контакта. Контакт получает приглашение или подтверждает согласие. Либо его имейл используется без предварительного подтверждения. Может ли пользователь назначить несколько контактов? Передаются ли вложения непосредственно по имейл или ссылка ведет на ваш сервер? Имейл emergency контакта. Это тоже персональные данные третьего лица. Так, пользователь самостоятельно вводит email контакта. Да, это так. Контакт получает приглашение или подтверждает согласие. В случае, если пользователь нажимает кнопку «Отправить приглашение», то этому контакту отправляется письмо, где он может подтвердить свое согласие. Но также пользователю оставлена возможность не получать согласие третьего лица, что ему будет отправлено это сообщение. То есть и так, и получается по логике приложения, пока контакт не подтвержденный, то есть пользователь, получатель, пока наш клиент не нажал кнопку «Отправить подтверждающее письмо», пока получающая сторона Emergency Contact не зашла в свой email и внутри своего email не нажала подтвердить согласие приглашение на то, чтобы быть Emergency контактов для этого человека, то в настройках висит такая красная галочка, красный крестик, что это еще не сделано. Но в случае, если пользователь добавил просто email этого человека и не получил его согласия, то тоже система принимает этот email без согласия третьего лица о том, что да, вот он выбрал его как emergency контакта. А пользователь может назначить несколько контактов в случае, если он перешел на Pro-версию. На бесплатной версии это только один контакт, на Pro-версии это несколько контактов, по-моему, около 5. Передаются ли вложения непосредственно по email или ссылка ведет на ваш сервер? Зависит от размера, то есть там мы упираемся в ограничения почтовых серверов, и, допустим, на тот же Microsoft пакеты больше, чем 10 мегабайт, они не проходят, а, по-моему, пакеты на Google больше, чем 20 мегабайт не проходят, а мы предоставляем возможность людям загрузить там 50 мегабайт или больше. Поэтому если вложение меньше 10 мегабайт, то они доставляются по email, а в случае, если они больше 10 мегабайт, то они приходит ссылка для скачивания. Нормально, он так поспрашивал меня. Предварительный вывод. Приложение не выглядит запрещенным по своей природе. Положительные обстоятельства. Только пользователь включает разрешение. Нет удаленного включения камеры или микрофона. Камера и микрофон работают только при тревоге. Присутствует визуальное уведомление. Телефонные разговоры не записываются. Заявлена аудитория 18+. Данные используются для конкретной функции безопасности. Основные потенциальные препятствия будут связаны не с самой функцией SOS. АС. Постоянной GPS и IP-историей. Трансграничной передачей данных в США. Отсутствием полного набора пользовательских прав. Неопределенными сроками хранения. Обработкой фотографий и голосов посторонних людей. Имейл emergency контакта. Различиями между заявленным возрастом 18+, и рейтингом для всех. Правилами фоновой геолокации Google Play и Apple. Локализацией данных в отдельных странах. Пришлите оставшиеся сведения или напишите. Можно искать с указанными допущениями. Тогда я буду считать, что сервер и бэкап находятся в США.
Аудио и фотографии хранятся до 1 года. Emergency контакт отдельно не подтверждает согласие. А Privacy Policy пока не полностью реализует иностранные права пользователей. Ну, то, как провел анализ GPT, мне нравится такой подход, что со мной провели такое вот интервью, задали какие-то вопросы. Единственное, у меня недавно была такая ситуация с GPT, который не здесь на компьютере, а который голосовой. Там он какой-то, по-моему, легкая модель. И он говорит: да, я сейчас найду, я тебе поставлю план, ты поедешь туда, такой-то адрес, то-то, то-то, я хочу сделать тебе классный план, чтобы ты прямо на несколько лет оно тебе подходило. Да, я занимаюсь через 10 минут. Ну как там? О, я еще в процессе, я еще собираю данные, я же хочу тебе сделать классно, круто. Я говорю: да, спасибо, хорошо. Тебе, наверное, включили какую-то новую модель. Раньше ты просто общаться мог. Ой, спасибо, мне очень приятно это слышать. Ну все, я продолжаю работу. Еще через 10 минут я говорю: ну, давай уже выведи, что там у тебя есть. Он говорит: да, вот я как раз закончил документ. И дает мне короткое сообщение, такое же, как до начала глубинного поиска, который он как будто бы запустил. Я говорю: ну, я тогда еще ничего не заподозрил, я думаю, ну окей, там он высказал мне какие-то summary, какие-то выводы, которые очень похожи на то, что было до глубокого исследования. Я говорю: ты мне проговори, пожалуйста, весь документ, который ты собрал, потому что ты прошел большую работу, и мне необходимо потом ее будет сохранить. И так как мы общаемся голосом, то единственное, что у меня сохранится из нашего чата, это то, что ты произнесешь вслух, потом это будет текстом. Он мне там говорит: ссылки там подбираю, вот там подбираю, еще что-то там. Он мне проговаривает тоже очень короткую версию. Я говорю: так ты обманул меня, ты этого ничего не делал. Он говорит: ну да, я был неправ, извини. Я тебе говорил, что вот, выполняю, вот еще чуть-чуть, и ты от меня ждал вот такое, вот такое, вот такое. Если хочешь, я сейчас проделаю эту работу. Ну, то есть, если GPT не будет такой же в веб-версии, как в голосовой версии, это вот буквально было сколько там, я не знаю, ну, в ближайшие 7 дней, то есть это свежая информация, то будет классно. Исходя из того, что я смотрю, он смотрит 17 сайтов, поиск на одном сайте, создана таблица доступности магазинов приложений, изучение требований к регулярной матрице и руководство API. Ну, то есть здесь, по-моему, он хорошо ищет. То есть не просто обманывает меня, что он что-то делает. Давайте глянем, что у нас тут. Давайте Google посмотрим. Так, это у нас наше приложение. Ну, может быть, еще понадобится, не будем закрывать. Давайте сразу выводы почитаем. В введении он обычно пишет, какие мы классные и неинформативно там. Ключевые моменты для модерации App Store и Google Play. Фоновая запись и доступ к датчикам. Google Play и App Store критически относятся к фоновому использованию камеры, микрофона и геолокации. На Android обязательно должен использоваться Foreground сервис с непрерывным уведомлением. Persistent Notification в статус-баре во время отслеживания или записи. Канал отправки emergency сообщений, если экстренные сообщения отправляются через ваш бэкэнд. Push-уведомления, Webhook, Twilight SMS API, Telegram Bot API. Проблем с модерацией не будет, если приложение пытается отправлять SMS напрямую с устройства пользователя в фоновом режиме через SIM-карту. Google Play заблокирует разрешение SEND нижнее подчеркивание SMS. Потребуется специальная подача апелляции как Emergency Safety App. Итог. Вы можете прямо сейчас открыть релиз для США, Канады, Великобритании, стран Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. Для стран Евросоюза достаточно добавить в Privacy Policy пункт о трансграничной передаче данных. SCCS. Страны из красной зоны. РФ, Казахстан, Китай и ДР. Лучше пока отключить в Play Console и App Store Connect до развертывания локальных нод серверов. Каким способом приложение отправляет экстренные сообщения контактам? Через сервер, API вроде Twilight, Push или напрямую через SIM-карту, SMS с устройства. И планируете ли вы разворачивать локальные серверные ноды для стран с требованиями локализации?
Зеленая зона. Можно открывать прямо сейчас. США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, страны Латинской Америки, Бразилия и ДР. Давайте попробуем расширить вот эту ячейку центральную, где она тут задается. Размер. Так, это мы влияем, но не на весь блок, а конкретно на вот этот. Давайте попробуем. То есть, если мы здесь где-то были, то попытаемся... Вроде бы мы здесь, да, и находимся. Так, побалуемся в... Ну, неудобно читать. Таблица залазит куда-то туда за какие-то границы. Давайте попробуем саму таблицу расширить по ширине. Увеличить по ширине. Расширить по ширине плохо как-то звучит. Так, там вверху меняется, а здесь как-то не особо, да? Ладно, тут как-то очень много стилей. Я быстро не могу найти, где тут... А, какой стиль за это отвечает, тогда будем чуть-чуть мучаться. Ну ладно. А, тут практически ничего нету, да? Можно вот так вот выделять. Privacy Policy – стандартный документ с указанием категорий данных. GPS, IP, аудио, видео и цели их обработки. App Store, Play Console. Заполнить декларацию о сборе чувствительных данных. Location, Audio, камера, Health, Safety. Для Бразилии. Указать правовое основание LGPD. Consent. Так, а вот наши какие-то СНГ страны. Индия, Казахстан, Вьетнам, Китай. А что ты скажешь про СНГ страны? То всех рассмотрел, а как-то обделил многие страны русскоговорящие. Регуляторный анализ по публикации приложения iOS Kidnap в Google Play и Apple App Store. Готов. Он охватывает страновой скрининг по санкциям UFAC, BIS, локализационным требованиям и правилам сторов. Актуальный на середину 2026 года. Отчет включает 3 списка юрисдикций, 120 плюс стран для немедленного запуска. Страны с ДОП, работой, и тильда 10 блокируемых. Детальный разбор ключевых режимов. США, ЕС, GDPR плюс DSA плюс DPF. Великобритания, Россия, Беларусь, Китай, Сирия после снятия санкций в 2025 году. Бразилия, Турция, Южная Корея LIPA, Вьетнам, Саудовская Аравия. Анализ уголовного права записи в All-Party Consent странах. Оценку категориального риска Stalkerware в Google Play и Apple Guideline 5.1.2. Минимальный пакет комплаенса. Приоритизацию по неделям, месяцам, кварталам. Оценки стоимости и сроков, а также открытые вопросы для локальных юристов. Ну, то есть то, как он мне ответил, в принципе, он меня не сильно терзал вопросами и сразу дал результат. Давайте глянем. Составлено на основе первичных источников. OFAC, BIS, Apple Developer, Google Play Console и DPB, национальные регуляторы, и анализа международных юрфирм, где данные могли измениться после середины 2026 года. Или источники расходятся. Отмечено явно. TL, DR, 3 пункта. Приложение можно немедленно включать примерно в 120 году плюс странах. Вся Латинская Америка, с локальными нюансами, большая часть Азии и Океании, США, Канада, Африка, некритичный Ближний Восток, при условии единого, минимального пакета комплаенса. DPF самосертификация, представитель ЕС, ВБ,
Политики конфиденциальности, корректные декларации в сторах, ни санкции, ни хард-локализация, ни уголовное право записи их не блокируют. Полностью блокировать сейчас нужно тильда 10 юрисдикций. Куба, Иран, КНДР, Крым, Донецк, Луганск. Тотальные санкции у ФАС. Китай, ICP-филинг невозможен без юрлица в КНР. Россия и Беларусь. Хард-локализация плюс требования локального присутствия плюс сторы фактически. Недоступны, санкционно токсичны. Казахстан, Узбекистан. Локализация. Сирия с июля 2025 года. Более не является санкционной для потребительского приложения, но остается в серой зоне из-за экспортного контроля BIS. Главный глобальный риск. Не страна, а категория. Приложение записывает аудио, фото третьих лиц. Его нужно четко позиционировать как персональное софити SOS-приложение. Не слежку, иначе риск глобального удаления по политике Google Play, Stalkerware и Apple Guideline 5.1.2. Это надо решить до открытия любой страны. Ну, пока мне очень нравится, как ответил в том числе Клауды. Ключевые выводы. Кифиндингас. 1. Санкционный фильтр. США. Comprehensive Sanctioned остаются. Куба, Иран, КНДР и оккупированные регионы Украины. Крым, ДНР, ЛНР. Экспорт софта запрещен. Сирия. Указ 14312 от 30 июня 2025 года. Отменил комплексную программу санкций. Национальная чрезвычайная ситуация по ИО 13338 прекращена с 1 июля 2025 года. 6 базовых указов отозваны. ОФАС удалил Syrian Sanctions Regulations. 31 CFR Part 542. Финальным правилам, вступившим в силу 26 августа 2025 года. Ранее из списка SDN снято более 500 лиц организаций. GL-25 стал избыточным. С точки зрения ОФАС разработчик из США теперь вправе распространять бесплатное, платное приложение в Сирию, но Сирия остается в списке стейт-спонсоров терроризм и под широким экспортным контролем BIS. Широкие ограничения формально сохраняются, несмотря на уэйвер, поэтому ее рекомендуется держать выключенной. SM, серую зону, US Department of State. Два. Россия, Беларусь. ОФАС GL-25G. RED. 30 октября 2024 года. Разрешает интернет-коммуникации и поставку соответствующего софта в РФ, но не разрешает открытие, ведение корреспондентских счетов и получение денег от санкционных лиц. Кроме того, Apple, Google фактически свернули платные сторы в РФ. Б. Россия вводит хард-локализацию. 152 FZST. 18. 5. В RED. 242 FZ. Запись, хранение персональных данных россиян обязаны происходить на серверах в РФ при первичном сборе. Действует с 1 сентября 2015 года. Несовместимо с US ANI бэкэндом. Прецедент. Блокировка LinkedIn. В. Приземление. 236 FZ с 1 июля 2021 года. Порог более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Требование открыть филиал, представительство, юрлицо и зарегистрировать кабинет в Роскомнадзоре. Д. Предварительное уведомление Роскомнадзора при трансграничной передаче. 266 FZ. Новая СТ. 12 секунд 1 марта 2023 года. Поскольку США не в списке адекватных юрисдикций, передача попадает в трек одобрения. РКН до 10 рабочих дней. Может запретить. Вывод. Блокировать. Sanctions плюс 4. Три. Экспортный контроль шифрования. EAR. Приложение с обычным TLS. Mass Market. ECCN 5D992. C. License Exception ENC. С финального правила BIS. 9 марта 2021 года. Большинство масс-маркет продуктов можно self-classify без предварительного CCATS. Но годовой Self-Classification Report в BIS и ENC Encryption Request Координатор. FT. NIT. Для 5D992. C сохраняется. 742. 15. B. Web Store Connect. Декларация экспортного соответствия. При выборе Франции Apple требует французскую декларацию шифрования. ANSSI. Легкие формальности, не блокирующие. Четыре. DSA Trader Status. ЕС. Apple. С 17 февраля 2025 года. Приложения без подтвержденного Trader Status удаляются из App Store ЕС до предоставления и верификации статуса. По данным AppFigures, при прохождении дедлайна по ЕС было удалено свыше 135 тысяч приложений. Контактные данные трейдера, адрес, телефон, имейл публикуются на странице приложения по ART. 3031 DSA. Google Play. Аналогичная верификация. Статус декларируется даже если приложение не распространяется в ЕС. Делать безусловно. Да,
Кто там из блогеров говорил, создал приложение за 20 минут? Тут все политики по разным странам, даже вывод, который собрал искусственный интеллект, прочитать, ну, я не знаю, сколько, час прочитать это. Пять. Google Play Apple политика для этой категории. Критично. Google Play Stalkerware мониторинг Policy разрешает мониторинг только для родительского контроля Enterprise. Персональное Safety приложение, где пользователь мониторит себя и алертит собственные контакты. Проходит, но должно а. Не презентоваться как шпион, скрытая слежка. Б. Не скрывать поведение. В. При мониторинговом поведении использовать метафлаг из мониторинг Tool и Persistent нотификацию. Требуется Prominent Disclosure плюс согласие для фоновой локации. Декларация в Play Console. Усиленное ревью 3-5 дней. Апрельское 2026 обновление ужесточило обоснование фоновой локации и убрало геофенсинг из Foreground сервисов. Foreground Service Types. Обоснование рекорд нижнее подчеркивание AUDIO. Камера ACCESS нижнее подчеркивание Background нижнее подчеркивание Location. Точная Data Safety секция. Google сверяет декларации с реальным поведением APK и встроенных SDK. Apple. Guideline 5.1.1.5.1.2. Privacy манифест. Privacy Info. XC Privacy. Обязателен с 1 мая 2024 года. Для SDK с Required Reson API. Purpose Strings с конкретными примерами. Nutrition Labels. Возможность удаления аккаунта в приложении. Уже опубликованные аналоги. Safety Response. SOS Alert до 5 контактов плюс локация. Safi SOS. Аудиозапись во время тревоги. Подтверждают проходимость категории. Google Support плюс 2. Лично маркет существует. Хорошо. Шесть. DPF. ЕС США. Ключ к ЕС, ЕЗ. Фреймворк действует. Общий суд ЕС. КСТ 553-23. Филипп Латом В. European Commission. 3 сентября 2025 года. Отклонил жалобу, подтвердив адекватность. Сертифицированные организации, более 3400, могут продолжать полагаться на DPF как на самостоятельную правовую основу без обязательного одновременного использования FCC, BCR, TIA. Решение об адекватности от июля 2023 года остается полностью действующим, но Латомб подал апелляцию в CJEU 31 октября 2025 года. КАС C703-25P. На середину 2026 года. Дата слушания не назначена. И CJEU. Тот же суд, что отменил Safi Harbor и Privacy Shield. Малая Single Member LLC из Юта имеет право самосертифицироваться. Юрисдикция FTC распространяется на коммерческую деятельность, влияющую на торговлю. Потребительское фримиум-приложение не подпадает под исключение. Банки, телеком, авиа, НКО. Из-за риска Латомб нужен запасной механизм. SCC плюс Transfer Impact Assessment наготове. IAPP плюс 4. Если вы думаете, что я прямо все понимаю из происходящего, нет, но я так понимаю, что мне придется в этом разобраться, чтобы приложение можно было расширить на дополнительные страны. Семь. Уголовное право записи. All Party Consent. Германия. 201 StGB. До 3 лет лишения свободы. Запрет распространения. Отдельный состав. Аудио. Как правило, недопустимо как доказательство. Франция. Арт. 226.1, 226.2, CP. Австрия. Португалия. Греция. Испания. Италия. Нидерланды. Арт. 139 ASR. Польша. Швейцария. Арт. 179 StGB. Филиппины. RA 4200. Запись частного разговора без согласия всех сторон уголовно наказуема. Ключевое. Доктрина крайней необходимости, самообороны. НЕМ. 34 StGB четвертигендер not stand и 32 самооборона. FR. Это денесесит. Как правило, оправдывает запись при реальном похищении, насилии. Это единственный способ зафиксировать доказательства угрозы жизни. Разграничение. А. Ответственность разработчика за распространение инструмента. Низкая, так как инструмент имеет законное применение. Аналог видеорегистратора, бодикамеры. И запись не является скрытой на практике. ОС показывает индикаторы микрофона, камеры. Вспышка при фото. Б. Ответственность конечного пользователя зависит от контекста и в подлинной ЧС обычно покрыта крайней необходимостью. Это не блокирует дистрибуцию, но требует явных дисклеймеров в приложении. Recording Law. RECAP. Вот видите, что сделал Клауды? Он меня не мучил всякими тупыми вопросами. Он взял приложение, он пошел на сайт, он почитал политики, он понял, как оно работает, и он уже вот дает конкретные ответы по работе.
То есть, в принципе, сейчас слабее всего выглядит Google, потому что он дал какой-то ответ, не спросив вопросы вначале. На втором месте по силе выглядит GPT. Меня вначале она обрадовала, что типа много всего что-то у меня поспрашивала, вот, а я ему там что-то много всего понаотвечал. Но порадовал меня единственное Клауда, который взял всю публичную информацию по приложению из открытых источников и не спрашивал у меня ничего. То есть никаких ни ссылок, ничего. То есть Клауда сэкономил мое время просто супер и дал очень хороший результат. Так что вот такой вот мой вывод по 3 одинаковым, один в один запросам, которые я на ваших глазах ввел Клауда, GPT-чат и Gemini от Google. 8. Лицензирование охранной деятельности. Испанский Ли 5 2014 de Seguridad Privada регулирует центры приема сигналов тревоги. Centrales Receptoras de Alarmas, которые оказывают охранные услуги третьим лицам и требуют разрешения МВД. Приложение, которое лишь алертит собственные личные контакты пользователя, а не мониторинговый центр и не полицию. По всей видимости, вне лицензионного режима, но это требует подтверждения местным юристам. Приложение не звонит в службы 112 911, а только уведомляет частные контакты. Поэтому требования EU 112, Advanced Mobile Location и FCC 911 к нему не применяются. Ой, короче, просто чтобы добавить какую-то маленькую фичу, надо кучу всего согласовать. Детали. Details. Список А. Можно включать немедленно. С минимальными оговорками. Регион, группа стран, статус оговорки. США. Канада, белая галочка, включать Канада. Пайпеда. Квебек Ло 25. PIA для трансграничной передачи. Назначить приватность офицера. США. FCC 911 не применяется. Приложение не звонит в службы. Латинская Америка, Мексика, Аргентина, Колумбия, Перу, Уругвай, Коста-Рика, Эквадор, Панама, белая галочка включать Бразилия и Чили. СМ. Список Б. Мексика. Реформа ЛФПДПП 2025 после упразднения АНА и передачи полномочий. ЕС, ЕЗ. 27 плюс Норвегия, Исландия, Лихтенштейн. Белая галочка после минимального пакета технически проходит сразу после пакета. DPF плюс СТ. 27 плюс DPIA плюс DSA. Великобритания, белая галочка после пакета UK представитель. Регистрация ICO плюс годовой сбор. Оценка онлайн-софете и сети. Годовой сбор, оценка, онлайн Safety Act. Что-то мне Великобритания уже как-то сразу не сильно нравится. Швейцария, белая галочка после пакета RFFADP. Швейцарский представитель при порогах. Тоже какой-то швейцарский представитель. Азия, Океания, Япония, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, Индия, белая галочка с оговорками Япония APPI, согласие на трансгран, плюс раскрытие о режиме страны-получателя. Австралия ЭП 8 плюс реформы Privacy ICT 2024, 2026 плюс Children's Online Privacy код. Индия DPDP, полный комплаенс к 13 мая 2027 года. Фазовый, Совет с 13 ноября 2025 года. Штрафы, Content Managers с 13 ноября 2026 года. Вратекс, включать можно сейчас. Таиланд, Индонезия, представитель, список Б. Африка, кроме локализационных, белая галочка с оговорками URPO-PIA. Инфоофицер С, 72. Нигерия NDPA. Регистрация. США не признаны адекватными. Кения ODPC. Египет. Марокко. Регистрации. Не блокеры. Ближний Восток не критичный. Израиль. Катар. Кувейт. Бахрейн. Оман. Белая галочка с оговорками Израиль. Амендмент 13. В силе с августа 2025 года. Регистрация. DP. Список Б. Требуется дополнение. Работа перед включением. А это не требовало работы перед включением? Ого, насмешил, конечно. Ну ладно, давайте почитаем. Я считаю полезно.
То есть пока мне это все очень интересно и полезно. ЕС, ЕЗ. Все 30. 1. DPF самосертификация. Плюс SCC, TIA как запасной механизм. 2. Представитель PST. 27 GDPR в стране ЕС. Льгота Occasional Processing ST. 27. 2. Не применяется. Обработка регулярна. Крупномасштабная локация плюс возможные спецкатегории PST. 9. 3. DPIA PST. 35. Обязателен. Крупномасштабный трекинг локации плюс аудио, видео. 4. Правовая основа. Согласие плюс витальные интересы СТ. 6. 1. Д. 9. 2. С. Для ЧС. 5. DSA Trader Status. Учесть EDP руководство о Dark Patterns на экранах согласия DPF. Тильда $250 год. ITA. Низший тариф при выручке $0 США минус 5 М. $375 США за оба фреймворка EU плюс SUISOS. Плюс одноразовый взнос в арбитражный фонд ICDR и EA тильда $250. Плюс IRM. Частный тильда от нескольких сотен $, год или панель DPA плюс $50 США, год USCIB при HR данных. Несколько недель. Ежегодная ресертификация обязательно. Представитель СТ. 27. Коммерческая годовая подписка. DPIA. Внутренняя работа. Великобритания UK GDPR. UK представитель. Регистрация в ICO плюс годовой Data Protection Fee. Оценка онлайн Safety ACT 2023. Illegal Content Risk Assessment плюс Children Success Assessment. Если в скоп, ICO Fee по тарифным уровням. Представитель. Годовая подписка. OSA. Вероятно, приложение попадает под исключение Schedule 1. One-to-one аналог мессенджера. Или квалифицируется как low risk. Но передача медиа через инфраструктуру разработчика создает неопределенность. Нужна оценка. Avcom применяет позицию small but risky. Бразилия ANPDSCC. Resolution 19/2024. Обязательный с 23 августа 2025 года. Для контрактных трансферов. Майер Браун. Дословный текст без изменений. Инкорригада. DPO. Может быть внешним. Уведомление на португальском SCC. Договорная работа. ANPD активно проверяет. Дело о DPO против 20 компаний. Ноябрь 2024. Южная Корея. 1. PIPA. Локальный представитель для иностранного оператора при превышении порогов плюс согласие на трансгран. Передачу. 2. LIPA. Закон о защите и использовании информации о местоположении. Пермит. Разрешение. KCC для бизнеса на основе персональной локации. Сложный дискреционный процесс. Есть упрощенный режим для малых одноличных компаний. In-house community. LIPA пермит. Существенный барьер. KCC не берет пошлины. Data Guidance. Но процесс сложный. KCC активно штрафует. Наказаны 373 Location Information Businesses. Открытый вопрос. Может ли иностранец без корейского присутствия вообще получить пермит? Нужен местный юрист. Турция верборегистрация. Для иностранцев обязательно без порога. Турецкий представитель-резидент. Рекординг ЛО. Трансграничный режим после сентября 2024 года. ЛО 7499. SCC регулятора дословно на турецком плюс уведомления в вере Актарим модулу в течение 5 раб. Дней. Дата протекшинчурки. Либо андертакингс с одобрением совета. Либо явное согласие представитель-резидент плюс регистрация обязательны. Активное правоприменение. В августе 2024 KVKK проверил 16350 организаций. Штрафы тильда 504 миллиона TRY. Уголовная ответственность физлиц возможна. Лозанна. Вьетнам PDPL. ЛО 91/2025. Плюс Декрет 356/2025. С 1 января 2026 года. Экстратерриториальность. CBTIA досье. Cross-Border Transfer Impact Assessment. В Министерство общественной безопасности. DPO. Штрафы до 5% годовой выручки за нарушение трансграничной передачи есть 5-летняя отсрочка. С 1 января 2026 года. Для малых предприятий, стартапов по DPO, операционным стандартам при условии, что они не оказывают услуги обработки данных. Открытый вопрос. Покрывает ли отсрочка иностранное микропредприятие? Нужен местный юрист. Саудовская Аравия. Регистрация в National Data Governance Platform. SDAIA. Трансфер-механизм. SCC, BCR, сертификат аккредитации. Плюс оценка риска трансфера. Представитель для регистрации. Уведомление на арабском регистрация онлайн. Пошлины нет. Активное правоприменение. 48 решений 2025-2026. Штрафы до 5 миллионов саудовских риялов.
ОАЭ, прочий залив федеральный PDPL ОАЭ. Проверить статус исполнительных регламентов. Анализ киберпреступного закона о фото людей без согласия регистрации. Представители. Не блокеры, но нужны локальные проверки. Таиланд PDPA Section 37.5. Локальный представитель. Годовая подписка на представителя. Индонезия PDPO. В силе с октября 2024 года. Compliance. Возможный локальный представитель проверить требования локального присутствия. Нигерия, Кения, ЮАР, Нигерия. Регистрация контролеров Major Importance. MDPC. Кения. Регистрация ODPC. ЮАР. Регистрация инфоофицера. POPIAS. 72. Регистрационные сборы. Не блокеры. Список С. Не включать сейчас. Юрисдикция. Блокирующая причина. Куба, Иран, КНДР, ОФАС. Комплексные санкции. Экспорт софта запрещен. Крым, ДНР, ЛНР, ОФАС. Комплексные территориальные санкции. Россия. Хард-локализация. 152 ФЗ стакан 18. 5. 242 ФЗ. Несовместимо с US Анибы Кендом. Приземление. 236 ФЗ. Больше чем 500 тысяч польз. Суд. Предварительное уведомление. Одобрение РКН. 266 ФЗ. СТ. 12. США не адекватны. Платные сторы фактически недоступны. Санкционная токсичность. Беларусь. Санкционные ограничения плюс требования локализации, присутствия, сторы фактически ограничены. Китай. Материк. Обязательный ICP, MIIT App Filling. Йидонг Халиан Ван Каинг Йонг Ченг Ксу Бейен. По циркуляру MIIT от 21 июля 2023 года. Чангдзи. Новые приложения. С 1 сентября 2023 года. Существующие. Грейс-период до 31 марта 2024 года. Далее удаление. China Briefing. Требует юрлица в КНР. Хостинга в КНР и ICP филинга домена. Apple требует ICP номер при выборе территории материковый Китай. Чангдзи. App Filling China. PIPL, DSL, CSL. Хард-локализация. Иностранный разработчик без китайского юрлица напрямую филинг получить не может. Казахстан. Узбекистан. Требования локализации персональных данных. Несовместимые с US Анибы Кендом. Актуальные пороги подтвердить местным юристам. Сирия. Серая зона. Санкции ОФАС сняты. Июль 2025 года. Но остается стейт-спонсор of терроризм плюс широкий экспортный контроль BIS. Держать выключенный до прояснения экспортных лицензий. Приоритизация. Секенсинг. Неделя 1. Настроить корректное позиционирование в сторах. Софети. Неслежка. Флаг из мониторинг тул. Проминент дискла. Декларации фоновой локации. Foreground Service Types. Привесе манифест Purpose Stringas. DSA Trader Status в обоих сторах. Экспортная декларация плюс годовой BIS Self Classification Report. Включить США, Канаду, Латинскую Америку, большую часть Азии и Океании, Африки. Некритичный Ближний Восток. Стрелка направо открывает тильда 120 плюс стран немедленно. Месяц 1. Минимальный пакет ЕС, ВБ. DPF самосертификация плюс представитель СТ. 27 плюс UK представитель плюс ICO плюс DPIA плюс обновление политик. Открывает 30 стран ЕС, ЕЗ плюс Великобританию плюс Швейцарию. Квартал 1. Бразилия. SCC плюс Инкоригада. Турция. Вирба плюс представитель. Саудовская Аравия. SDAIA. Вьетнам. CBTIA. Южная Корея. PIPA представитель плюс начать LIPA пермит первым. Самый долгий трек. Минимальный пакет комплайенса. Разблокирует максимум стран сразу. Позиционирование как персонального SOS, Safety Tool плюс флаг и с мониторинг Tool плюс Persistent нотификация. Где нужно? Проминент дискла плюс пошаговый опт-ин согласие для каждой чувствительной permission. Уже в дизайне. Точная Data Safety секция. Google. Плюс привесе манифест. Purpose Stringas с примерами. Nutrition Labels. Apple. Декларация фоновой локации в Play Console плюс Foreground Service Types. DSA Trader Status в обоих сторах. Экспортная декларация шифрования плюс годовой BIS Self Classification Report. При Франции. ANSSI декларация. Глобальная политика конфиденциальности с правовыми основаниями. Согласие плюс витальные интересы для ЧС. Удаление аккаунта в приложении. In-app дисклеймеры о законной цели записи.
DPF самосертификация. США стрелка направо ЕС. Как основной трансфер-механизм плюс готовый SCC, TIA как запасной. Оценки стоимости, сроков, где найдены. DPF самосертификация. Тильда $250, год. ITA. Низший тариф при выручке меньше, чем $5 миллионов. $375. За EU плюс Суисос. Плюс одноразовый арбитражный взнос ICDR Тильда $250. Плюс IRM. Частный от нескольких сотен год. Либо панель DPA плюс $50, год USCIB при HR данных. Срок. Несколько недель. Ежегодная ресертификация обязательно. GDPR Local плюс 4. Представитель СТ. 27 GDPR, UK представитель, турецкий представитель, таиландский представитель. Коммерческие годовые подписки. ICO. Великобритания. Годовой Data Protection Fee по тарифным уровням. Вирба. Турция. SDAIA. Саудовская Аравия. MDGP. Сами регистрации. Без пошлин или недорогие. Издержки. В оформлении представителя и трансфер документах. Корейский LIP и пермит. Пошлин KCC нет. Но процесс сложный и дискреционный. Data Gedanes. Финалочка. Рекомендации. Recommendations. Сначала решите категориальный риск. До любой страны. Убедитесь, что стор-листинги и метаданные не выглядят как слежка, шпион. Добавьте из мониторинг tool. Persistent нотификацию. Prominent дискла. Точные Data Safety, Purpose Strings. Это единственный риск глобального удаления. Порог смены решения. Если Google, Apple присвоят приложению статус Stalkerware. Немедленно переработать позиционирование и подать апелляцию. Приостановив релиз, включите зеленую группу немедленно. Список А вне ЕС. Санкции и локализация их не трогают. Соберите минимальный пакет за месяц 1 и откройте ЕС, ЕЭЗ, ВБ, Швейцарию. Квартальный трек для стран с представителями. Квартальный трек для стран с представителями, регистрациями. Список Б. LIPA. Корея. Начинайте первым. Самый долгий. Держите выключенными страны списка С. Сирию пересмотрите после прояснения экспортного контроля BIS. Внедрите INEP-дисклеймеры о законной цели записи. Крайняя необходимость – самооборона, чтобы снизить риск пользователя в all-party consent странах. Храните запись минимально и передавайте только контактам пользователя. Держите SCC плюс TIA наготове на случай неблагоприятного решения CJ-EU по LATOMP. C703-25P. Порог. Отмена, приостановка DPF адекватности стрелка направо немедленный переход на SCC как основной механизм для ЕС. Оговорки. Ковец. Это общая правовая информация, не юридическая консультация. По каждой стране списков Б, С нужен местный юрист. Открытые вопросы, требующие локального совета. А. Может ли иностранное микропредприятие без корейского присутствия получить LIPA пермит и подпадает ли под упрощенный режим? Б. Покрывает ли вьетнамская 5-летняя отсрочка иностранное микропредприятие? В. Актуальные пороги локализации Казахстана, Узбекистана. Г. Статус исполнительных регламентов PDPL УАЭ. Д. Точная квалификация Аларем Алертинг в Испании. Ли-5 2014. И аналогах. Франция, Италия, Польша, Бразилия, Мексика. Алертинг своих личных контактов. По-видимому, вне лицензионного режима охранной деятельности. Но требует подтверждения. Е. Применимость UK Online Safety ICT с учетом передачи медиа через инфраструктуру разработчика. Статус DPF нестабилен. Решение об адекватности от июля 2023 года. Действует и подтверждено общим судом. 3 сентября 2025 года. Сертификация может использоваться как самостоятельная основа. Но апелляция LATOMP в CJ-EU. Подана 31 октября 2025 года. На рассмотрении. APCLOB частично недееспособен. Риск инвалидации сохраняется. Q. Данные актуальны на середину 2026 года. Санкционные и локализационные режимы меняются быстро. Перед каждым запуском сверяйте текущий статус OFAC, BIS и национальных регуляторов. Контент. Отлично. Ну, в общем, можно сказать, что будет непросто. Можно сказать, что будет очень непросто. Давайте посмотрим, что нам GPT после того, как меня измучила по полной своими вопросами, что он нам ответил. То есть он написал текст, хотя я... вот таблица. Да, он выполнил требования и сделал мне таблицу.
Зеленая одна страна. Ну что ж ты будешь делать? Он вот как сделал. Интересно. Давайте посмотрим. Давайте F11 сделаем, развернем на весь экран. Страны. Америка. GPT молодец, что Age Rating увидела, что... А давайте проверим это, насколько это правильно. GPT увидела. Эти вкладки, ой, запутался. Так, смотрим. Есть ли тут какое-то возрастное ограничение? Да, я думаю, что GPT правильно увидела, так что польза от нее была. Давайте почитаем, что он написал там физически. Услышим еще одно мнение. Исследование завершено. Я проверил предоставленные вами описания приложения. Privacy Policy, Terms of Service, Data Deletion, настройки Google Play, фактическую логику хранения данных и работу emergency контактов. Вставленный текст. IWAS нижнее подчеркивание Kidnapped нижнее подчеркивание Country нижнее подчеркивание Compliance нижнее подчеркивание 2026-07-30 XLSX. В файле 5 листов. Итог. Выводы и количество стран по категориям. Страны. 197 отдельных строк. Доработки. Список P0, P1 и P2. Территории. Крым. Санкционные районы. Гонконг. Макао и территории США. Источники. Официальные и дополнительные URL. Главный результат. Сейчас я не рекомендую добавлять ни одной новой страны. Причина не в том, что приложение как таковое запрещено. Причина в том, что документы и фактическая работа продукта пока расходятся. Privacy Policy и Terms прямо заявляют, что приложение предназначено для пользователей в США. В Play Console установлена аудитория 18+, но публичная карточка показывает для всех. Privacy Policy обещает GPS, IP, Battery History. 30 дней, краш-логи, до 180 дней, алёт медиа, до года. При этом вы сообщили, что фактически сейчас для всего используется единый срок около 1 года. IP History называется необязательной функцией, но включена по умолчанию. Emergency контакт может получать очень чувствительные данные, даже если он не подтвердил приглашение. Политика не перечисляет конкретных поставщиков хостинг, email, push, краш-репортинг и резервного копирования. Вставленный текст. Эти проблемы лучше исправить до нажатия «Add Country», потому что они затрагивают не одну конкретную страну, а Google Play, Apple и практически все современные Privacy Laws. Если в документации так описано, значит так и в коде. То есть я помню, что там все до года. Получается до года, а не год. То есть 30-180 год. Так зачем было меня терзать, если можно было документы почитать? Злодей. Результаты классификации. Категория количество значения. Зеленая 1 США. Приложение уже опубликовано, но P-справления все равно необходимы. Светло-зеленая 79 локальный сервер обычно не требуется. После единого международного комплаянс пакета и краткой местной проверки. Желтая 110 нужны country-specific документы. DPIA. Представитель. Трансфер Safeguards. Регистрация или локализация. Красная 1 Казахстан. Нужна локальная база или серверная архитектура. Черная 6 текущая одновременная Google Play плюс App Store плюс платная подписка непрактична.
Черная категория здесь не означает, что приложение навсегда запрещено. Она означает, при нынешней кампании в США, серверах только в США и подписки через магазины запуск сейчас нецелесообразен. Красная страна. Казахстан. Казахстанское регулирование требует хранить базы, содержащие персональные данные, на территории Казахстана. Поэтому американский сервер не может быть единственной первичной базой. Нужна локальная база, определение местного оператора и отдельная схема последующей передачи данных в США. Шесть черных стран. 1. Китай. Причина не только в привесе ЛО. Google Play не является обычным каналом распространения в материковом Китае. Apple требует для затронутых приложений ICP-филинг номер и совпадение информации с регистрацией в MIIT. Потребуется отдельный анализ PIPL и правил передачи GPS, IP, фотографий, документов и аудио в США. Практически нужен отдельный чайный проект. Местный партнер, китайские документы, иной Android Distribution и, вероятно, локальная инфраструктура. Два. Россия. Для вашей подписочной модели рынок сейчас практически не работает. Google Play Billing не принимает покупки, подписки и IAP российских пользователей. С 1 апреля 2026 года Apple не обрабатывает в России новые покупки и продление подписок. Кроме оплаты из уже существующего Apple Account Balance, российские данные должны первоначально записываться в локальную базу, а трансграничная передача требует отдельного комплаянс-процесса. Google Help, +2. Apple Support, +2. Бесплатную версию в Google Play технически можно распространять, но это не соответствует вашей планируемой модели про подписки и не решает вопрос локализации. 3. Иран. Иран не указан Apple как стандартный App Store Market. Одновременно действует активная программа санкций OFAC и существуют серьезные ограничения платежей. И Developer Services, бесплатная Safety, Communications модель потенциально может подпадать под отдельные исключения, но коммерческая подписка требует специального санкционного заключения. А что тут прикольно получается, бесплатно могу распространять? Ну, это уже прикольно. 4. Куба. Куба не указана в официальном списке рынков App Store. Действует активная программа OFAC Cuba Sanctions и ограниченная платежная инфраструктура. Для нынешней DAL Store подписочной модели запуск не практичен. 5. Северная Корея. Практически отсутствует нормальная инфраструктура магазинов, платежей и коммерческого распространения, а OFAC продолжает поддерживать отдельную North Korea Sanctions программ. 6. Сирия. Сирия не указана как рынок App Store, хотя американский санкционный режим в отношении Сирии изменился и больше не должен автоматически описываться как прежнее полное эмбарго. Сохраняются целевые санкции и серьезные банковские и платежные ограничения. Поэтому я отнес ее в черную категорию именно для одновременного платного Android плюс iOS запуска, а не потому, что Safety приложение само по себе запрещено. Где американский сервер в целом допустим. После базовых исправлений сервер в США обычно можно оставить для ЕС, ЕЗ, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии, Бразилии и большей части Латинской Америки, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Индии, большинства государств Ближнего Востока и Африки. Но американский сервер допустим не означает «можно ничего не делать». Для ЕС обычно потребуется DPIA и Representative, договоры с Processors и механизм передачи данных в США. Участие конкретного американского получателя в EU US Data Privacy Framework либо SCC и трансфер. Ассессмент, систематическая обработка геолокации и Emergency Media обоснованно рассматривается как высокорисковая. European Commission, +2. European Data Protection Board, +2. Для Великобритании иностранная компания, предлагающая услуги людям в UK или отслеживающая их поведение, обычно должна назначить UK Representative. ICO, +1. Канада не запрещает обработку данных в США, но Fiber LLC должна сохранять ответственность за зарубежных процессоров и обеспечивать сопоставимую защиту договорными средствами. Канадский комиссариат, +1. Австралия и Новая Зеландия также разрешают зарубежную обработку, но требуют прозрачности, договорной защиты и ответственности за зарубежных получателей. Что обязательно исправить первым? P01. Возраст. Добейтесь, чтобы публичная карточка Google Play и будущая карточка Apple однозначно показывали 18+. А не для всех. Следует повторно проверить. Target Audience and Content. Content Rating Questionnaire. Наличие Age Declaration при регистрации. Отсутствие выбора детей и подростков как целевой аудитории.
P02. Сроки хранения. Нельзя одновременно обещать 30 дней в Privacy Policy и фактически хранить все год. Также нет общего закона, который автоматически обязывал бы вас сохранять любое GPS, IP, фото и аудиособытие 1 год для полиции. Более безопасная схема. Обычные GPS, IP, Battery Histories. 30 дней. Alert Media. 30 дней после завершения тревоги. Пользователь может самостоятельно выбрать Savvy Evidence for up to 1 year. Юридический холд. Только при настоящем запросе полиции, адвоката, суда или пользователя. Документировать основания каждого продления хранения. P03. IP History. Поскольку функция не обязательная, она должна быть off by default. Нельзя считать согласие полученным только потому, что переключатель заранее включен. Сразу выключен. P04. Emergency контакты. Наиболее безопасная глобальная модель. Неподтвержденный контакт не получает документы. Фото, аудио и live location. После подтверждения человек понимает, кто его назначил и какие сведения он может получать. Если вы сохраните возможность отправки без подтверждения, нужен как минимум первый Privacy Notice. Простой opt-out, защищенная одноразовая ссылка, ограниченный срок действия и отсутствие сенситив аттачмента с непосредственно в email. Мне не нравится, когда нету ссылок. То есть вот он что-то написал мне, и откуда он это достал из воздуха? Как они говорят, это я по памяти. Ой, да, я сейчас посмотрю. Так что ты мне сообщаешь не какие-то непроверенные данные? Ну, короче, это все надо еще проверять дополнительно. Это не более чем мнение. P05. Silent Panic Button. Apple требует явного согласия и понятного визуального или звукового индикатора при записи камерой или микрофоном. Наличие стандартной точки индикатора iOS помогает соответствовать правилу. Но описание The App Looks Normal и Silent Panic Button не должно создавать впечатление, что приложение скрывает факт записи или обходит системный индикатор. Google также требует отдельный prominent дискла и согласие, когда sensitive data собираются неочевидным способом или в фоне. Background Location должна быть центральной функцией, непосредственно полезной пользователю. Практический порядок расширения. После выполнения P0 наиболее разумная последовательность. США и территории США. Привести уже опубликованную версию в порядок. Канада, Австралия, Новая Зеландия. Сравнительно понятный первый международный этап. Великобритания и Швейцария. ЕС, ЕЗ. Одним проектом. DPIA, EU Representative, SCC, DPF, DSA Trader Information и переводы. Япония, Южная Корея, Сингапур, Латинская Америка, начиная с Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили и Колумбии, более сложные рынки Ближнего Востока, Азии и Африки, Казахстан, Китай и Россия, только как отдельные инфраструктурные проекты. Так, ну что, какое-то у нас представление глобальное появилось. Давайте мы откроем еще один терминал. Точнее, может быть, по-другому сделаем. Зайдем в наш проект. Это мы меня сервер 2 правой кнопкой. Open терминал. Клауды. Прочитай философию, навигацию и SDLC до конца. %, сразу бах. И давайте сюда сгрузим эту информацию как мнение. А я тебе размещу два мнения, которые нужно будет потом в будущем проверить. Мы так и размещаем их как мнения, которые надо проверить для расширения стран более чем США. Вот первое мнение. Ну да, он же стирает, получается, то, что я до этого скопировал.
Вот файл, который предлагаю скачать. Ну там вот есть, да, скачать. Он скачал или нет? Да, вот скачал. Вот второе мнение. Давайте клауды сохраним. Сохрани это в наши документы. Это первая задача. Вторая задача, которую я прошу тебя сделать, проверь, что у нас сейчас по настройкам выставлено. У тебя есть CLI доступ к Google Publish. И посмотри, как у нас сейчас установлено наше приложение по возрасту. И ответь мне коротко это. Так, а мы с вами, давайте, знаете, что сделаем? Мы с вами зайдем и посмотрим в нашем приложении, какие у нас языки в самом верху. И скопируем вот этот вот просто языковой. Это наиболее численное представление в США. Если брать эти языки, то для каких стран мы можем быстро открыть возможность скачивания этого приложения? Ну, то есть, допустим, если эти люди приехали в США, и у них еще их Apple Store или Play Market висит на другой стране, то как мы можем эти страны максимально там быстро как-то включить? Давайте еще сделаем дополнительных штук. Попытаемся еще прямо из приложения сделать скриншоты того, какие у нас есть языки. Залогинилась в приложение, захожу в настройки, смотрю Language Interface. Или, в принципе, я могу попросить это, чтобы не прислать там. Это удаляем. И дай мне еще список языков, которые у нас сейчас локализация обеспечивает. Насчет языков, если можешь сразу, то, пожалуйста, мне это надо там для другой работы, чтобы она уже выполнялась. Так, давайте посмотрим, что у нас. По-моему, у нас завис наш разработчик. Да, он висит. То есть тому я раздал пилюлин, этому нет. Я хочу, чтобы ты выполнял абсолютно все техническое задание по очереди, не спеша, полностью автономно. Если ты останавливаешься, то ты нарушаешь наш контракт по автономности агентов. Техническое задание уже согласовано, нужно сделать полностью до конца. И если ты переполняешь свой контекст, то сделай себе
перепросыпающего демона. Ну, на самом деле, предыдущий ты себе уже создал внутри проекта или где-то напоминалку, которая текстово напоминает, что необходимо сделать, где лежит техническое задание, где лежит философия, где лежит SDLC, где лежит навигация, и что надо продолжать, не задавая никакие вопросы, принимая все по дефолту, и потом в конце, предложив, что можно было бы сделать лучше, и сохраняя вот сюда вот мне в HTML отчет о продвижении, чтобы я, не задавая тебе вопросы, все видел. Если ты можешь, то просто найди, как это было в предыдущей твоей редакции до краша, и накати себе сюда также, потому что ты остановился буквально после 32 минут работы, а до этого ты работал буквально там 28 часов, не останавливаясь, и выкатывал новые задачи. Прописал ему пилюлину, что он через 28 минут остановился. Ну, этого тут нету, потому что он не активен. Вот, ну, уже стал активным. Где его сессия? Я потерялся. Вот, все, есть. Погнал выполнять. Ну вот, да, такой вот для меня дэшбордик, что все у нас получается, все движется во всяком случае. И давайте глянем наш. А как я его что, закрыл? Как это получилось? Я открыл здесь же. Я нажал Ctrl-Shift-N. В нативном Cosmic вообще не прикольно. То есть здесь именовать их нельзя. Default text, smaller next, split, toggle, color, keyboard, settings, password. Может, color как-то... Он, наверное, применяет ко всем, а не к конкретному. То есть это не то, что там какой-то в желтый, какой-то в красный, какой-то в зеленый покрасить. Это с этим не связано. Окей, ладно, тогда перемещаю их обоих на соседний экран, чтобы оба были видны. Да, как-то так немало работы по странам, чтобы это все сделать. Значит, тогда первое исправляю. Ну, здесь вроде бы написано Target Audience, а не ограничения. Надо именно ограничения поставить. Резонно, да. Резонно. Ну что, дорогие зрители, я так понимаю, что если у вас было очарование, что можно создать мобильное приложение быстро за 20 минут, если оно не супер-супер какое-то простое и бесплатное, а если вы хотите еще, чтобы там были какие-то покупки и какие-то разрешения в мобильном приложении, то открывать новую страну это не так уж и просто. То есть нужно выполнять законодательные требования этой страны, и они очень разнообразны от страны к стране. Поэтому будьте аккуратны, не слушайте всяких блогеров, которые за 20 минут создают отличное IT-приложение. Слушайте меня, который долго создает IT-приложение, но зато я надеюсь, что оно будет правильно работать, и оно допущено уже в Play Market. Вот, так что продолжение следует. Повышайте вашу IT-насмотренность вместе с будним веб-код-блогером. Вот. Видите, я путаюсь, как я сам себя называю. Все, всех благ. Хорошего вам времени суток.